Сегодня я хочу предложить вам вот такую красивую модель пинетки-ботиночки для девочки. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Эта модель универсальная. Если изменить цвет и аппликацию на мальчиковые, то можно связать ботиночки для мальчика. Она подойдет и для мальчиков, и для девочек. Пинетки выполнены из хлопчатобумажной пряжи 12 сантиметров по подошве. Для выполнения такой пинетки мне понадобятся материалы. Пряжа двух цветов, называется Baumwolle Weich und Glänzend. В переводе с немецкого языка 100% хлопок, мягкая и блестящая. В 50 граммах 93 метра. Предлагаю для вязания крючком и спицами 5 миллиметров. Я буду использовать крючок меньшего размера. Также мне понадобится крючок номер 3. Еще мне это понадобится, я прячу хвостики крючком более меньшего размера. Вы можете выбрать сами. Ножницы. Для украшения я буду использовать из ниток серого цвета цветочек. Я уже его связала и украсила его бусиной. У меня бусины разного размера. Я выбрала оптимальный для меня. Если у вас аппликации нет, в этом тоже нет большой проблемы. Можно связать пинетки без аппликаций, а можно украсить другой аппликацией, уже которая в большом количестве продается в магазине. Например, вот такая. Эту аппликацию можно или приклеить, или пришить аккуратно, как вариант. Шнурок я уже связала. Я буду вязать пинетки с люверсами. Люверсы серого цвета, 5 миллиметров в диаметре, мягкий металл. Для того, чтобы закрепить люверсы, мне нужны будут щипцы. Еще я подкладывала стельку. Стелька у меня внутри. Стелька мягкая, и я ее буду подклеивать. Я взяла клей. Этот клей написано текстильный клей. Вот все, что нам понадобится для того, чтобы связать вот такие пинетки. Для вязания пинетки нужно связать сначала подошву. Набираю на крючок номер 3 13 воздушных петель. Первую петлю плотненько закрепляю, чтобы она потом у нас не растянулась, потому что в эту петлю я буду вывязывать 7 столбиков без накида. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Я связала косичку из 13 воздушных столбиков. Во вторую петлю ввожу крючок и начинаю вывязывать столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 петлю буду вывязывать 7 столбиков без накида. Вот в эту петлю, в самую первую, в которую я плотно затянула, чтобы не было дырочки. 1, 2, 3. Я перекидываю нить на правую сторону. Вот таким образом, с узелком. Провязываю 4-ю петлю и возвращаю ее на место. 5, 6, 7. Я связала для закругления 7 столбиков без накида в одну петлю. Продолжаю вязание на другой стороне до предпоследней петли. Я провязала вторую сторону до предпоследней петли. Из последней петли буду вывязывать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3. На первой стороне, которую мы начинали вязать, я ввязываю только первую петлю. 5, 6. Я связала первый ряд.
Первый ряд, передний и в задней части, пяточной и в передней части абсолютно одинаковый, потому что я вязала все столбики без накида. Второй ряд я буду формировать уже стопу, как у человека, пятка уже, чем передняя часть. Для этого я буду провязывать 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. 2 полустолбика, 1 и 2, для того чтобы был плавный подъем, чтобы не было ступеньки. 2 полустолбика и последующие 4 петли столбик с одним накидом в каждую петлю. 1, 2, 3, 4. Вот у нас уже видно, что с меньших петель начинали и идем под увеличение, для того, чтобы увеличить переднюю часть подошвы. Я провязала до закругления, и теперь в передних 6 петлях буду из каждой петли провязывать столбик с одним накидом. Я буду считать парами. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, последняя. В передней части я сделала закругление. Продолжаем вязание. 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 2 полустолбика. 1, 2 и 5 петель столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь с этой стороны я провязала на одну петлю больше, так как я начинаю закругление вот с этой петли, а вязание у меня немножко дальше, поэтому на одну петлю я провязала больше. Теперь я буду делать закругление. Я буду закругление с пяточной стороны делать 6 раз каждую петлю по 2 столбика без накида. Буду считать парами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд готов. И если вы приглядитесь, то здесь очень маленькая и очень узкая петля. Если вам тяжело будет основным крючком войти вот в эту петлю и сделать соединительную, можно взять крючок меньшего размера. Я ее обычно растягиваю. Я ее беру, немножечко подтягиваю и потом провязываю как соединительную петлю. Соединительная петля, петля подъема. Я провязала 2 ряда. Подошва состоит у меня из 4 рядов. Это значит, я уже связала половину. Теперь я буду дальше продолжать увеличивать переднюю часть. Итак, я буду провязывать 7 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7. Следующие 4 петли я буду в каждую петлю провязывать столбик с одним накидом до закругления. 1, 2, 3, 4. Я связала на этой стороне до закругления, и теперь буду закруглять переднюю часть пинетки. Я буду закруглять, я буду чередовать. В первую петлю буду провязывать из одной петли 2 столбика с одним накидом. Следующая петля 1 столбик с одним накидом в одну петлю. Следующая петля из одной петли 2 столбика с одним накидом. И следующая петля 1 столбик с одним накидом. Я довязала до середины. Это значит, я буду 2 раза из одной петли вывязывать 2 петли и 2 раза из одной петли по одной петле. Мы дошли до середины, и из центральной петли я буду вывязывать из одной петли 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Буду вязать в симметрии, значит, соблюдать симметрию. Значит, я буду также 1 петля из одной петли, 1 петля из одной петли, 2 петли, 1 петля и из одной петли 2 петли. Из одной петли 1, из одной петли 2. Из одной петли 1, из одной петли 2. Я сделала закругление. Закругление сделано очень хорошо и удачно, потому что ее не бахромит, ее пинетку не выворачивает, она лежит ровненько, а значит петли, количество петель в передней части рассчитано оптимально и хорошо. Приступаем к следующей стороне. 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Так как пяточка у нас узкая, значит, я буду где-то начинать закругление вот с этой петли примерно. А значит, мне нужно провязать 12 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я провязала на этой стороне 12 петель до закругления. Теперь я буду делать закругление. В следующую петлю я из одной петли буду вывязывать 2 полустолбика. 1 полустолбик в одну петлю. Это у нас центральная петля. И опять из одной петли 2 полустолбика. Последующие ряды до окончания этого ряда закрываем в каждую петлю 1 полустолбик. Соединительная петля, петля подъема. Я связала третий ряд подошвы и приступлю к следующему ряду. Следующий ряд состоит из весь ряд состоит из
полустолбиков. Итак, 11 полустолбиков на этой стороне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Я провязала 11 полустолбиков до закругления. Теперь я буду закруглять в первую петлю, это получается в 12-ю петлю. Я буду провязывать из одной петли 2 полустолбика. 1, 2. Так как радиус увеличивается, я буду теперь чередовать через 2 петли в каждую петлю 2 полустолбика. 1, 2. Теперь в одну петлю 2 полустолбика. И снова из каждой из одной петли 1 полустолбик. Мы находимся на середине. Чтобы увидать, действительно проверить, действительно вы на середине или нет, можно увидеть центральные 3 петли, которые мы провязывали в предыдущем ряду. Мы достигли середины. В самую первую петлю провязываем 3 полустолбика в одну петлю. 1, 2, 3. И также в симметрии продолжаем вязать. В одну петлю 1 полустолбик 2 раза. Первая и вторая петля. В следующую петлю из одной петли 2 полустолбика. Также из одной петли 1 полустолбик, из другой петли 1 полустолбик. Следующая петля из одной петли 2 полустолбика. Итак, закругление готово. Посмотрите, подошва лежит ровненько, ее не разворачивает, не закручивает. Заканчиваем вязание. Этот ряд мы будем провязывать 18 полустолбиков до закругления. 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18. Подошва почти готова. Мне осталось довязать до последней петли. Это значит закругление пятки и дойти до этой стороны, так как я начинала не с центральной, а с боковой части. Вот у меня финишная петля. Итак, мы дошли до закругления. Из 19 петли 2 полустолбика из одной петли. 1, 2. Из каждой петли 2 раза 1 полустолбик и второй полустолбик. Мы дошли до середины. Средняя петля 3 полустолбика из одной петли. 2, 3. Также провязываем симметрично 2 петли. Из каждой петли 1 полустолбик, 1 и 2. И теперь из одной петли 2 полустолбика. Вот закругление пятки готово, но мы еще не пришли к последней петли. Нам остается 3 петли провязать еще. Эти петли вяжутся по рисунку. Из каждой петли 1 полустолбик. Итак, мы связали подошву. Вот такая ровненькая, красивая подошва у меня получилась. Посмотрим, подходит ли она под мою подошву. Да, она подходит. Надо ее немножечко растянуть. Вот такая подошва у меня получилась. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. И последнюю петлю провязываю вот
таким образом. Предыдущую, в самую первую петлю вытягиваю эту петлю, последнюю петлю, плотно затягиваю ее, очень плотно, вот как могу, и постараюсь вытянуть соединительную петлю. Вот она. Еще одна петля воздушная. Разворачиваю вязание на себя, на лицевую сторону. И в поперечные петли буду вывязывать столбик без накида. Я буду оформлять бортик. Делается это несложно. Преимущество вот этой методики состоит в том, что петли не вытягиваются. Конечно, когда вязать дальше вязание наверх, петли закрепляются. Вы можете использовать в вязании, продолжать дальше вверх и вывязать, обвязать подошву, как бы сделать платформочку. Вот так, с соединительными столбиками или столбик без накида, в зависимости от ширины, как вы хотите. Я сделала соединительными петлями с лицевой стороны, и с изнаночной у меня получились вот такие стежки. Существует много вариантов, когда можно брать за целую петлю и вязать вязание вверх, не прибавляя петли. Или же вязать за одну долю петли. Это ваша фантазия, ваше желание. Итак, подошва готова. Мне осталось довязать только до конца бортик. Как вязать бортик, я вам показала. И мы встретимся на финише, вот на этой последней петле. Итак, я связала подошву для пинетки ботиночка для девочки. Закрыла петельки. По диаметру у меня 64 петли. Итак, я приступаю вязанием розовыми нитками. И буду вязать вверх пинетки 4 ряда, не прибавляя и не убавляя. Вязать я начинаю с пяточной части, с середины. И вязать я буду не за всю петлю, а только за одну долю, за внутреннюю часть петли. Ввожу крючок, провязываю первую петлю, она не считается, и в эту же петлю ввожу крючок вновь, подтягиваю нить и продолжаю вязать. Так нам нужно связать 4 ряда, не прибавляя. Сначала я буду первый ряд вязать только за долю, потому что я хочу, чтобы у меня был ровный край, ровный кант. Вот как в этой пинетке. Если вязать за 2 доли, за полную петлю, то у нас получится вязание зубчиками. Вот так. Посмотрите, отличие какое. После того, как я свяжу 4 ряда, пока будет вязание открытое, не будет вывязан мысик, я покажу, как я закрываю вот эти петли для того, чтобы рант был ровный, чтобы 2 цвета ниток были по краю абсолютно ровными. Последующие 3 ряда будут провязываться, как обычно, за 2 петли. Итак, мы встретимся в конце 4 ряда, после того, как я свяжу 4 ряда. Итак, я провязала 4 ряда, и в 5-м ряду я буду убавлять центральные 4 петли. Центральные 4 петли я буду убавлять через каждые 4 петли. Для этого я наметила маркером 20 центральных петель. Я уже положила стелечку, смотрится хорошо, но это еще рано, я только примерила. Посмотрите, как красиво получается. Стелька нам пока не нужна, она будет мешать при вязании. Я буду вязать без изменений до маркера и петлю в маркере включительно. Буду продолжать столбиками без накида, не прибавляя и пока не убавляя до маркера. После маркера я буду убавлять 4 петли с интервалом в 4 петли. Высота моей пинетки состоит из 5 рядов. Это последний ряд. Убираю маркер, пока он мне не нужен. Провязываю петлю. И со следующей петли за переднюю стенку 1 и 2 петли вывязываю 1 петлю. Провязываю 4 петли. 1, 2, 3, 4 столбики без накида, 4. И также передняя стенка у 1 петли и передняя стенка у 2 петли. Провязываю 1, провязываю столбик без накида. 4 петли, 4 столбика без накида, без изменений. 2, 3, 4. За переднюю стенку 1, за переднюю стенку 2. 4 столбика без накида в каждую петлю.
2, 3, 4. У меня последние 2 петли осталось. Их я буду провязывать из 2 одну. Снимаю маркер. Сейчас я вставлю стельку. И уже можно видеть покатый скос, красивый. Вот он уже угол виден. За счет убавления 4 петель в передней части пинетки. Итак, довязываю до конца и буду провязывать соединительными петлями с изнаночной стороны для того, чтобы спрятать вот эти полосочки. Этот ряд играет двойное значение, как дизайнерское и так для того, чтобы уплотнить вот этот ряд, так как мы вязали не за полную петлю, а за одну долю, за одну часть петли. Заканчиваю до конца, и мы встретимся, когда будем обвязывать вот эту часть пинетки. Я довязала последний ряд до конца, спрятала нить, надо ее обрезать. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Ввожу крючок между серым и розовым. Вот сюда. И с изнаночной стороны буду провязывать соединительные петли. Вязание не затягивайте, чтобы потом полотно было ровное от самого низу и до верху, до начала мыса. Соединительные петли, они внутри останутся, а впереди, снаружи, в лицевой части ботиночка будут вот такие стежочки. Смотрится очень хорошо. Очень плотно получается. Итак, я довяжу до конца, и верх пинетки у меня будет готов. После этого я приступлю к передней части пинетки, к мысу. Я наметила центральные 30 петель маркером и буду приступать к вязанию мыса пинетки передней части. Начинаю я с 6 петель и буду равномерно подниматься до язычка. Когда будете отмечать центральные 30 петель, внимательно следите, чтобы у вас петли были посередине, по симметрии, чтобы они были у вас на равно удаленном расстоянии, чтобы вязание не было скошенным. С 13 петли я начинаю вязать. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Итак, я начинаю с 13 петли. Мне нужно провязать первые 6 петель. В эту же петлю ввожу еще раз крючок и оформляю петлю. Подтягиваю плотненько. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Шестая петля. Проверяю, сколько у меня на второй стороне. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все правильно. По симметрии. Провязываю 2 петли соединительными петлями. 1, 2. Без петли подъема разворачиваю вязание на изнаночную сторону и начинаю вязание со второй петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уже 7-я петля. С лицевой стороны завожу крючок. Вот таким образом. Вытягиваю петлю. Протягиваю ее соединительной петлей, оформляю. Второй раз с лицевой стороны разворачиваю, протягиваю соединительной петлей. Разворачиваю вязание на себя. И во вторую петлю ввожу крючок. 1, 2, 7, 8. Увеличивать петли я буду еще раз с двух сторон, до 10. С лицевой стороны ввожу крючок и делаю соединительную петлю. Делаю так 2 раза. Без петли подъема разворачиваю вязание на изнаночную сторону и во вторую петлю ввожу крючок. 1, 2, 8, 9. Мне осталось всего одну петлю прибавить.
1, 2, 9, 10. В центральной части у меня 10 петель. Больше я прибавлять не буду. До маркеров я буду продолжать вязание без прибавления. Соединительная петля, можно ее уже делать поплотнее, так как больше петли прибавлять не буду. Разворачиваю вязание и в третью петлю. Первая, вторая, третья. Ввожу крючок. 1, 2, 9, 10. Количество петель не изменилось, так как я запланировала 10 и осталось 10. С другой стороны, с лицевой стороны ввожу крючок. Все точно так же. Плотно можно затягивать соединительные петли, чтобы не было больших дырочек. И в третью петлю. Первая, вторая и третья. В третью петлю ввожу крючок. 1, 2, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петля. Я показала, как я прибавляю петли и показала, как вяжу полотно ровно, уже без прибавлений. Я довяжу до маркера и потом буду вязать язычок. Я провязала по мысику 10 петель, и у меня остается с каждой стороны маркера по 4 петли. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Эти петли мы будем вывязывать не за полную петлю, а за середину, за внутреннюю сторону, только за одну часть. Для того, чтобы оставить с внешней стороны вторую долю петли, вторую часть петли. В последующем они нам пригодятся. Разворачивая вязание и без изменений в третью петлю, так как у меня должно остаться 10 петель, буду вязать до другой стороны. Довязала до конца и ввожу крючок в середину петли, провязываю соединительной петлей. Точно так же во вторую петлю, в середину петли провязываю соединительной петлей. Разворачиваю вязание без петель подъема и продолжаю вязать до конца ряда. Я довязала до конца ряда, и у меня осталось на этой стороне последние 2 петли. В середину петли 1 соединительная петля, и в другую петлю, в середину петли, 2 соединительная петля. Разворачиваю вязание на себя и с изнаночной стороны в третью петлю начинаю вязать с третьей петли. Это последние петли. Последние 2 петли также в середину петли с соединительной петлей и в последнюю петлю с соединительной петлей мы довязали до маркера. Заканчиваю этот ряд. Вот у нас связан мыс. До маркеров мы довязали, и мне осталось связать язычок. Я буду считать вот такими жгутиками. Каждый жгутик состоит из 2 рядов. И легко считать лицевой ряд и изнаночный, поэтому он дает вот такие вот объемные жгутики. Мы связали 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пока на данный момент я связала, еще назад не возвращалась. 6 жгутиков, это 12 рядов. Со следующего ряда я буду прибавлять с каждой стороны по 1 петле, чтобы у меня для язычка было уже 12 петель. Мне нужно, чтобы до конца, до верха язычка у меня было 12 жгутиков. 6 у меня есть и 6 осталось. В последних 2 жгутиках, это значит 4 ряда, я буду отнимать петли для того, чтобы сделать скос на язычке. В каждом лицевом ряду я буду убавлять с каждой стороны по 1 петли. Язычок я свяжу самостоятельно и обвяжу его. И мы встретимся после того, как полностью передняя часть будет готова. Итак, я связала переднюю часть, мысик и язычок, обвязала этот язычок.
Последние петли у меня остались 8 петель, так как я из 12 петель для язычка убавила с двух сторон 4 петли. Вот так получается красиво. И теперь буду приступать к задней части пинетки. Для того, чтобы мне было удобно вязать, я язычок заправлю вовнутрь. Я буду начинать вот этот ряд с укороченных петель. Это значит, я буду начинать с 12 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. С 12 петли я буду начинать укороченный ряд. С 11 петли я сделаю. С 11 петли я буду делать укороченный ряд. Да. Но можно и с 12. Провязываю первую петлю. Я петли не считаю, потому что мне надо, чтобы на этой стороне также осталось 11 петель. Начинаю вязание, а потом посчитаю с той стороны, с другой, сколько мне осталось еще связать петель. Теперь посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мне осталось еще 3 петли. Вытягиваю нить и обрезаю ее. Теперь я буду вязать с изнаночной стороны для того, чтобы не испортить рисунок. Я сделаю, чтобы было 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. С 10 петли с изнаночной стороны я начну вязать ряд столбиками без накида. Также укороченный ряд. Постараюсь захватить все хвостики, которые мне не нужны. Вытягиваю нить, отрезаю. Итак, я связала 2 укороченных ряда. Их уже видно, вот эту ступенечку видно. Для чего я это сделала? Для того, чтобы пяточная сторона была немножко выше, чтобы пяточка не выскакивала из ботиночка. Вот эти 2 ряда укороченных, лицевой и изнаночный. Вот они. Вот с этой стороны их очень хорошо видно. Теперь я буду делать скос. Сначала я провяжу лицевой ряд полностью, а в изнаночном ряду я убавлю 2 петли по центру с пяточной стороны. Итак, я начинаю вязать те половинки от петель, которые у меня остались. Я в третью, не в самую последнюю, а в третью от конца ввожу крючок. Начинаю вязать с 3 петли. 1, 2, 3. И дальше петли, как обычно, нормальные петли. Так до конца ряда, до предпоследней петли. Мы начинали со 2 петли и закончим, чтобы была предпоследняя петля. Смотрю симметрию, симметрично ли. Я начинала вот отсюда и ориентируюсь по этим точечкам симметрично. В этом следующем ряду, в изнаночном, я буду убавлять петли. Я буду пропускать первую петлю и со 2 петли буду начинать вязание. В этом же ряду буду убавлять 2 петли с центральной пяточной стороны. Ориентируюсь, где примерно мне это сделать. Я убавлю вот эту центральную петлю, провяжу и убавлю вот эту, чтобы было симметрично. В этом ряду я убавила 2 петельки со стороны пятки для того, чтобы был изгиб, чтобы пяточка не выскакивала. С этой стороны я тоже убавляю 1 петлю. В каждом изнаночном ряду я буду убавлять с каждой стороны по петле. Разворачивая вязание, мне еще надо провязать 6 рядов. Это значит
туда и обратно, туда и обратно, туда и обратно. В каждом изнаночном ряду не забудьте убавлять по одной петле с одной стороны и по одной петле с другой. Это значит, в каждом изнаночном ряду нужно убавить 2 петли. Итак, мы встретимся после 8 ряда. Я связала верх пинетки, связала 8 рядов, 2, 4, 6, 8. И теперь я буду обвязывать пинетку по кругу. После того, как я обвяжу пинетку, я буду оформлять петельки. У меня должно их 3 с каждой стороны. Я нить не обрезаю, я ее делаю в узелок, протягиваю через всю пинетку, затягиваю. Из последней петли, которая у меня была, вот это, начинаю вязать. Я не отрезаю нить, ее протягиваю, но делаю довольно-таки свободно, для того, чтобы было не затянутое вязание. Начинаю ввязывать пинетку. Вот так по кругу. Мы встретимся в конце этого ряда. Итак, я довязала до конца, и у меня осталась последняя петля, перемычка, разворачивая вязание на себя с изнаночной стороны. Немножко подтягиваю, нить у меня с левой стороны, и вот эту петлю вывожу вовнутрь. Закрепляю. В этот же ряд провязываю столбик без накида, еще один столбик без накида. 2 воздушные петли, одну петлю пропускаю, провязываю еще раз, делаю через 2 петли, у меня будет воздушная петля, петлю пропускаю, две воздушные петли, и мы уже наверху. Я сформировала 3 петли. 1, 2, 3. На этой стороне у нас также должно быть 3 петли. Ориентируйтесь, чтобы они были симметричны. Я ориентируюсь вот таким образом. Я смотрю, где я закончила, и с этой стороны, с какой стороны мне начать вывязывать петлю. Итак, мы встретимся в конце этого ряда, когда я провяжу петельки для люверсов. Итак, на второй стороне я также связала дырочки, посмотрела симметрию, где я начала и где закончила. У меня остается последняя петля. Я разворачиваю вязание на лицевую сторону, вот в эту петлю, подхватываю петельку, которая у меня была, и провязываю столбиком без накида. В эту же петлю ввожу крючок и провязываю 2 петли. Также в дырочке провязываю 2 петли. В дырочке провязываю 2 петли. Здесь провязываю 1 петлю, провязываю 2 петли, провязываю 1 петлю между петельками. Из дырочки 2 и переходим на верхнюю часть. Мы почти на финишной прямой. Мне осталось немножко довязать розовыми нитками. И я буду кант провязывать серой ниткой. И с практической точки зрения этот кант не позволяет пинетке вверху растянуться. Мне осталось провязать всего несколько петель. И я закрою розовыми нитками мое вязание. Это последнее. Обрезаю нить и заправляю ее вовнутрь. Больше нам розовая нить не нужна. Итак, я начинаю обвязывать пинетку с изнаночной стороны соединительными петлями. Это очень просто. Осталось до финиша уже очень скоро. Я уже перешла на вторую сторону. Вытягиваю нить, закрепляю, вывожу нить на изнаночную сторону и закрепляю нить. Отрезаю. Все, я сделала. Остаются мелкие детали. Сейчас мы вставим люверсы. Люверсы 5 миллиметров.
Идеально подходит на такое толстое вязание. Мне нужен кусочек ткани, потому что люверсы, они крашеные. И есть риск, что при сдавливании можно содрать краску. Поэтому я буду подкладывать кусочек ткани. Можно кусочек мягкой бумаги. Мягкий металл можно без усилий закрепить люверс. Вот так получается. С тканью даже получается лучше. Итак, теперь нам нужно сделать аппликацию. Так как пинетки, так сказать, безымянные, не правые и не левые, то, соответственно, их можно одевать и на правую сторону, и на левую сторону. Так как я сказала, пинетки безымянные, то можно вот так сделать. Я связала кант вот такой, и поэтому мне на второй пинетке нужно связать точно так же. Поэтому я вам покажу, как я свяжу вот на этой пинетке этот кант. Ввожу крючок. Очень важно, чтобы петли не затягивать, очень свободненько вязать. Не торопясь, они потом оттянутся, они не дадут стянуться подошве и не уменьшат ее размер. За счет вот этого ряда у вас образуется платформа. Итак, мы повстречаемся в конце. И еще я сказала, что я сделаю перемычку, поэтому я покажу вам, как я делаю перемычку. Намечаю для себя, на каком расстоянии от конца язычка я буду делать вот эту перемычку. Естественно, я ориентируюсь, так как у меня с одной стороны люверсы уже, мне будет проще. Но если у вас нету люверсов, оттяните вот так петельки и посмотрите, на каком расстоянии они у вас находятся на язычке. Я хочу сделать между третьей и второй петлей. Поэтому я визуально замечаю вот эти два ряда. И ориентируюсь, на какой высоте они находятся. 1, 2, 3, 4, 5. На 5. Разворачиваю вязание на лицо. Опять отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5 и ищу середину. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Вставляю петлю в крючок, вывожу ее на изнаночную сторону, полностью эту петлю с хвостиком, снимаю ее с крючка. Ввожу крючок в рядом стоящую дырочку. Зацепляю эту петлю и вывожу ее на лицевую сторону. Теперь я начинаю расправлять. Вот этот хвостик я стараюсь, чтобы он был расправленный, чтобы он был не закрученный, а свободно вышел от узелка. Вот я расправила. И очень плотно натягиваю, но стараюсь, чтобы узелок остался у меня снутри. Значит, я пальцем его буду придерживать. И максимально плотно натягиваю. Делаю петлю воздушную. Еще 3. Ориентируйтесь по толщине шнурка. Так как шнурок у вас толстый, то у вас, соответственно, будет перемычка намного выше, больше. Вам надо 2 шнурка провести. Вот в эту сторону и вот в эту сторону. Значит, вы должны ориентироваться по толщине шнурка. Я сделала 4 воздушных петли.
прикладываю вот так. И чтобы у меня прямо параллельно было, ввожу крючок и вывожу на изнаночную сторону вот эту петлю. Сильно ее далеко не вытягиваю, потому что мы будем точно так же по этой же схеме затягивать петли. В рядом стоящую дырочку подхватываю крючком эту петлю и вывожу ее на лицевую сторону. Точно так же максимально плотно затягиваю и делаю петлю. И уже потом делаю столбики без накидов в каждую воздушную петлю. 1, 2, 3, 4. Расправляю все это хорошо и заправляю вот в эту же петлю, из которой самой первой мы выводили петлю вовнутрь, наизнанку. Ввожу ее, затягиваю. Вот так у нас получается, когда мы делаем перемычку. Язычок не западает, он не сможет, вот эта перемычка не дает, шнурки держат. Сделала серым цветом, контрастным, для того, чтобы вам показать, как это выглядит. Я сделаю перемычку розового цвета, так как у меня шнурок серого цвета и не будет смотреться. Теперь мы посмотрим, как у нас дело обстоит с люверсами и без люверсов. Вот с этой стороны у меня сделаны люверсы. Смотрится очень оригинально. Но и нет такой большой беды, если люверсов нету. Если у вас просто вывязаны дырочки, они очень крепкие, они при хорошем натяжении, они не растянутся, ничего с ними не произойдет. Я сделаю до конца, и мы повстречаемся после того, как пинетки будут готовы. Итак, я закончила вторую пинетку. Во вторую сторону вставила люверсы, сделала перемычки для того, чтобы язычок не западал, клеила подошву, пришила цветочек за все лепестки. Но можно и сделать пришить за серединку, и лепесточки будут свободными. Вот такие пинетки, ботиночки для девочки у меня получились. Размер 12 сантиметров. Я буду очень рада, если вам понравилось мое видео. Я желаю вам хороших петелек, великолепной пряжи и будьте здоровы. До свидания.